Итак, всем привет, ребята. Вы у меня спрашивали, что будет с Европой, да, какое ее ждет будущее, что примерно по странам, да, и сегодня я постараюсь посмотреть это на тонко. Также сейчас открою конкретно для того, чтобы мне было проще это все смотреть, карту Европы, вот, и посмотрю примерно по странам или территориально, допустим, вот как будет идти, так буду рассказывать, чтобы как бы не было такого, ну, скорее всего, по каждой стране смотреть это будет очень долго, это, наверное, каждый отдельный ролик, но я постараюсь все равно по максимуму раскрыть сегодня по территориям примерно плюс-минус, какие события или какие энергии будут вот на этой территории превалировать. Но перед тем, как мы начнем, хочу попросить вас поддержать мой канал для того, чтобы информация по пробуждению, которую я даю здесь в очень огромном количестве, могла дойти до как можно большего количества людей. И попрошу вас поучаствовать в тех энергиях, которые сейчас распространяются по миру, помочь каждому пробудиться, найти информацию, которую он так ищет. И для этого многого не надо, достаточно поставить лайк видео, сделать подписку на канал и написать комментарий. Тем самым вы поможете видео попасть в рекомендации, и это может помочь изменить жизнь многих людей. Для вас это сделать несложно, а для кого-то это может перевернуть весь внутренний мир. Ребята, ненадолго прерываю ролик для того, чтобы рассказать вам очень важную информацию. 26 числа этого месяца у нас стартует на моем канале день рождения солнечного клуба. Уже третий год солнечный клуб выступает такой очень классной, замечательной платформой для внутреннего роста, развития личности, для того, чтобы наконец-таки почувствовать свою внутреннюю силу души, вернуть себя. И в связи с этой замечательной датой, уже 3 года на данный момент нашему клубу, я бы хотела разыграть среди своих подписчиков YouTube, ВК, Дзен, да, Рутуб, подписки, бесплатные подписки на СК сроком на 1 месяц. Правила очень простые. По 10 подписок на каждую из площадок. Вам нужно всего лишь написать комментарий под видео, под этим видео, которое вы сейчас слушаете, поставить видео лайк и быть подписанным на тот ресурс, на котором вы сейчас просматриваете данный ролик. Далее, через неделю, во вторник, 3 получается, марта, будут опубликованы результаты в моем телеграм-канале «Древние души», где я публикую комментарии со всех 4 площадок, которые мне наиболее понравились, и там уже авторам этих комментариев расскажу, как можно будет забрать свой подарок. Ну и также в преддверии того, что сейчас говорят о том, что YouTube будут жестко блокировать в России, хотела бы всех предупредить тоже, ребят, кто не подписан на мои как раз ВК, Дзен, Рутуб, вы можете как раз сейчас сделать это, подписаться, для того, чтобы нам с вами не потеряться. Все ролики, которые я публикую на YouTube, также на этих площадках дублируются день в день. Поэтому, ребят, неважно, где вы сейчас смотрите этот ролик, правила для всех едины. Ну а с тем учетом, что на маленьких площадках сейчас не так много сидит людей и просмотров, то там шанс выиграть подписку в СК гораздо выше. Так что всем желаю удачи, а точнее твердого вам намерения, ребята. И я знаю, что намерение наше все. И те, кто захотят, и те, кто закинут очень мощное намерение, у вас обязательно все получится. Ну а я продолжаю. Но вернемся с вами к теме Европы. Во-первых, я уже говорила, что сейчас над Европой нависает такая, я не скажу, что глобальная опасность. Нет, эта глобальная опасность, она скорее не нависает над простыми людьми, да, она нависает над теми элитами,
которые там правят, даже не то чтобы над теми элитами. Вот знаете, в предыдущих роликах, кто внимательно следил за моими роликами, где я рассказывала про и геополитические какие-то игры, и подковерные игры, да, то, о чем вам не расскажут по новостям, то есть я разбирала некоторые ситуации в мире и говорила, что за ними стоит. Так вот, сейчас те люди, как марионеточные люди, которые правят в Европе, во многих странах, они ничего не решают. И вот эта гильотина, которая мне идет с тонкого плана, она больше нацелена на верхушки, то есть айсберга. Как будто вот сверху идет, вот как знаете, опять же сейчас пришли часы правосудия. Вот то, что я видела в Украине, да, только там стояла вот большая такая женщина с мечом, и она как бы вот карала, то есть Фемида, у которой были открыты глаза, то есть это правосудие с открытыми глазами, которое карало именно тех, кто был причастен к тому, что люди страдали. И вот здесь такое ощущение, что, знаете, очень похожая картинка, но похожая на что? Вот эти весы, да, как вот Фемида держит весы, и как будто вот чаша весов, она никуда не сдвигается, ни вниз, ни вверх, а они в балансе находятся, но будто бы эти весы начинают вот просто как маятник раскачиваться, то есть взад вперед, вот как маятник раскачиваться, да, тум-тум-тум-тум, и вот они начинают тоже раскачиваться, как качеля какая-то, эти весы, и то есть чаши весов начинают не то чтобы туда-сюда, вверх-вниз куда-то, да, какой-то баланс искать, а они начинают раскачиваться взад вперед, как качели. И я сейчас пока не могу понять, вот как с тонкого идет, я хочу понять, как это вообще, то есть как это выглядит. И такое ощущение, что сам механизм, знаете, то есть как будто это судебная система. Возможно, это как раз-таки то, о чем мы говорим, да, то есть это, там же есть свои системы, вот, Европарламент, Евросоюз, да, евро какие-то там вот эти вот, то есть в большей степени это говорит про вот эти институты некие, да, которые в Европе, вот объединенные институты, нигде каждая страна, она является, как бы, она уже давно, вот все, что в Евросоюзе, потеряла некий свой, ну, не то чтобы нейтралитет, а суверенность, да, какую-то, и если ты там против, вот как Орбан, да, если он там против чего-то, то все говорят, все, Венгрия сейчас не получит ничего, значит, Евросоюз ее сейчас покарает, и так далее и тому подобное. И вот тут как будто каждая страна потеряла голос какой-то, да, или вес. Вот именно вот как чаша весов, да, как раньше вот правильная чаша весов. То есть ты берешь и на каждую чашу весов складываешь, ну, условно, по камешку или по грузику, да, вот как раньше мерили вес там чего-то, килограмма, допустим, да, и грузики такие ложили на весы. И вот когда выравнивалось в ноль, значит, вот ровно столько. А вот здесь как будто вот раньше каждая страна, да, она на чашу весов могла вот свой весомый камешек какой-то положить, и весы обретали баланс. То сейчас этого баланса нет, как будто вот сами эти весы, они больше не могут туда-сюда, да, вверх-вниз как-то вот работать правильно. То есть и судебная система, как будто часы эти сломаны. И они не двигаются, они должны двигаться, но они не двигаются. То есть они, почему я их называю часами, ведь это весы. Я не понимаю, но это идет так. То есть часы, весы почему-то, они как равнозначные получаются там. То есть время, видимо, как-то это связано с временем и с решениями, да, вот, что оно как-то вот типа сломалось все. Сам механизм, который вот этот Европарламент, да, какие-то вот эти вот евро, там всякие комиссии и так далее, они как будто сломанный механизм, который наоборот, то есть он как будто неправильно работающая вот судебная система или те институты, которые как сломанный механизм вот чего-то вот такого, да, как судьи, а судьи кто? То есть они как будто утеряли свою изначальную ценность и целостность.
И дальше получается, что вот весы вот эти начинают раскачивать. Вот я, кстати, тут мы в солнечном клубе, у нас была очень интересная тема, ребята просили посмотреть матрицу городов. И мы смотрели матрицу городов. В прямом эфире я выходила, как раз вот мы, кстати, будем продолжать дальше на следующий стрим этот ролик, ну, точнее, этот стрим, потому что всем очень сильно понравилось. Ребята там все называли свои города, посмотрите вот этот город, и посмотрите вот этот, да, то есть места какие-то на картах, и я их считывала с тонкого плана, и прям себе даже отметила несколько мест, куда я сказала, так, я сюда хочу и сюда хочу съездить, да, что места эти очень хорошие, классные, то есть именно энергетика самих мест, вот, энергетика каких-то конкретных городов, то есть экосистем, которые существуют внутри стран, да, территорий. Это очень интересно. Так вот, и здесь как будто вот я видела, меня спрашивали про Латвию, и кто хочет присоединиться, да, к солнечному клубу, тоже, может быть, кто-то хочет поучаствовать в этом стриме, задать вопросы про свой город или про свою страну, не знаю, про свою экосистему какую-то, ссылки будут в описании, там есть, то есть все ссылки, где можно присоединиться. Так вот, и там мы смотрели Латвию, но почему-то вот Латвия мне не шла как, ну, отдельный город, меня спрашивали там Ригу, а я почему-то увидела полностью всю Латвию, то есть я не смогла выделить Ригу отдельно. Я говорю, вот как будто даже вот сейчас какие-то сильные энергии туда вмешиваются, но это энергии, не которые у нас сверху сейчас вот эти светлые энергии заходят, а вот эти вот энергии, которые как раз-таки негативные энергии, которые работают, и они как будто что-то раскачивают. Вот у меня вот такой был момент, как будто что-то прям раскачивает, как будто общество раскачивает, да, как будто вот что-то прям раскачка внутри идет, какая-то сильная. И вот почему я вспомнила, потому что очень похоже вот этот маятник, который раскачивают, с тем, что там происходит. И знаете, такое ощущение, что вот эта раскачка, вот я сейчас вижу, то есть вот он как качели, да, туда-сюда, и вот даже какую-то вот как полный оборот пытается делать, то есть его как будто вот где наверху вот этих весов, да, там какой-то болтик вставлен, вот как вот это что-то, что скрепляет все, да, все весы держит обе чашки вместе, да, вот все вот как Фемида держит, и там вот какой-то вот шрупчик вот этот держит, и как будто его сейчас вот этот шрупчик специально как-то вот эти весы туда-сюда для того, чтобы шрупчик, он разболтался, и как часы развалились эти. Почему часы, я не знаю, почему мне идет часы, когда это как судебное, я не знаю, может быть, часы ассоциируются с маятником, то есть маятник, он же такой тик-так, 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 да, вот он как-то вот тикает вот так вот с определенной скоростью, и вот здесь что-то вот точно такое же, то есть он должен как-то с определенной скоростью, а он сломанный, он стоит на месте и не движется, и вот его раскачивают для того, чтобы вот этот механизм разрушить, и я вижу разрушенные вот эти чаши. То есть они даже как будто две чаши, они развалились, да, отдельно лежит верхняя вот эта планка, почему-то часового механизма, хотя это весы, я не понимаю, почему, ребята, правда. Если у вас есть, ну, может быть, я чего-то не понимаю, сейчас я знаю, что очень много информации по масонским символам, по различным каким-то вещам, то есть я не могу все в себе держать, да, где-то могу что-то упустить, если у кого-то есть информация, опять же, вот по поводу того, почему мне, ну, то есть, или вы знаете, может быть, какую-то информацию о масонах, символах там, или еще чему-то, почему мне вдруг идут весы, вот эти вот Фемиды, да, как некий, ну, не знаю, вот, а сейчас мне, прикиньте, пришло, что вот эти весы очень сильно похожи на масонский циркуль. В общем, ребят, я не знаю, но почему-то у меня вот реально с тонкого идет, что правосудие, вот эти весы правосудия, это часы какие-то, да, при помощи которых должно вот эта вот раскачка какая-то идти, я не знаю, то есть чего это вдруг, но я чувствую, что это как-то связано вот именно с этими системами европейскими, то есть там Европарламентом, Евросоюзом, Евро, ну то есть а-ля там «Здравствуй, Урсула фон дер Ляйен» и компания. Бум-бум-бум-бум-бум. Очень как-то интересно. Как будто что-то перешивается, знаете, вот как будто черное полотно какое-то, темное полотно,
и там какая-то иголка с белой ниткой. И вот эту иголку с белой ниткой прям начинают сквозь петли темного полотна вот так вот прошивать. И когда ее пытаются затянуть, или вот она, причем с этим, с узелком, да, светлым, ее пытаются затянуть, оно прям рвется. То есть вот это вот черное полотно начинает, знаете, как старые какие-то показывают, вот ветхие прям, ткани, которые, вот знаете, прям по швам расходятся, да, они настолько вот какие-то хлипкие, что вот ты просто потяни, оно по шву разойдется. И вот типа вот когда вот эта белая нитка проходит сквозь темную эту ткань, эта темная ткань начинает в этом месте разрываться. Это, скорее всего, временные линии. То есть такое ощущение, что, знаете, на Европе какое-то вшито туда темное полотно, очень-очень сильно темное, да, оно прям вот черное. И как раз-таки вот эта иголка с белой ниткой, причем там очень такой сильный узел, прям, знаете, прям узел такой на конце. То есть, видимо, здесь временная линия какая-то идет сейчас светлая, очень сильная, потому что узел — это самое главное там, да. Узел — это то, что прям точно 100% сбудется. То есть и там завязан какой-то узел, от которого уже идет вот эта вот игла с белой ниткой. То есть как раз-таки с белой временной линией, которую сейчас пропускают сквозь вот это черное полотно, и в месте, где вот эта нитка проходит, белое полотно начинает вот как будто в прах рассыпаться, знаете, как будто ветхость ветшать начинает, и прям вот как пыль какая-то распадаться. Вот очень сильно похоже, помните, в прошлом ролике я говорила про световые, новые энергии, и там как раз я говорила, что вот эти вот темные, они как вампиры будут сгорать на солнце условно, не так, конечно, как в фильмах, но я там, кто не видел, посмотрите, в общем. И очень сильно похоже на то же самое, что случается с вот этой темной материей, как будто она от этой светлой нитки, соприкасаясь с ней, она, как знаете, быстро стареет. То есть вот даже типа вот эти вампиры на солнце, они же не просто сгорали, а вот знаете, фильмы были, где оно такой, типа, быстро старел и превращался в прах, да, типа вот он всю жизнь вот эту быстро проживал. Вот что-то типа того, то есть оно как будто вот прям моментально, то есть это время, что-то связанное с временем, ребята, время и временные нити. Фемида, вот это, ага, вот оно что, вот. Блин, простите, пожалуйста, но вот как идет, я так и рассказываю. Мы с вами сейчас смотрим в прямом эфире прямо в микрофон. Вот это, почему мне пришли масонские вот эти вот циркуль. Получается, что те, которые сидят вот в этих европарламентах, то есть там Урсула там и прочее, я не сильна в европейских ваших вот этих институтах, но я думаю, вы знаете, какие у вас там вот эти институты, которые не просто институт каждой страны, а институты, которые вот эти вот навязывают каждой стране, как ей жить, да, то есть общие якобы институты, которые всей Европой правят. Вот там сидят масонские ложи, то есть управляют этим всем масонские ложи. И как раз-таки люди, которые сидят во власти во многих странах, они подчинены, то есть они как низшее сословие из этих ложей, да, они их поставили, но даже в Украине, в которой сейчас сидит паренечек, да, простите, кого задела, но он тоже оттуда же. Я про него очень дикие вещи видела на тонком, про которые, знаете, это из разряда того, где вот я говорю, я не хочу это смотреть, я хочу блевать. В общем, то, что с ним там творили, и то, сколько там на него компромата по этому поводу, там просто дичь. Там очень дикая дичь, что там с ним происходило, но это из разряда, знаете, вот как фильмы показывают про МК Ультра, да, что люди там проходят именно различные вещи, вот как про Леди Гагу говорили, да, которые изменяют сознание человека, и вот это вот, про вот это. Ну, ладно,
Здесь не буду как бы об этом говорить. В общем, кого это заденет, он скажет: да нет, там это человек самый лучший в мире и так далее. Ну, сейчас очень много всплывает про то, что о чем мы говорили, те, кто проснулся очень долго, да, и про файлы Эпштейна, и многое-многое. Кстати, если вам интересно, чтобы я посмотрела на тонком, да, почему сейчас начали всплывать файлы Эпштейна, кому это выгодно, ведь мы про Эпштейна знаем очень давно, а вся эта тема сейчас опять начала подниматься, начали вот вскрываться вот эти подробности, кто там, чего там, начали обличать. Если вам интересно, напишите в комментариях, я обязательно запишу ролик об этом. Так вот, и вот эти масонские ложи, которые там управляют, да, то есть как будто даже вот все эти системы Европы, то есть где там Урсула фон дер Ляйен и товарищи, условно, да, оно и есть как центральная масонская ложа, я не знаю, как это назвать, но как будто они как светоч какой-то в этом во всем, то есть они как будто храм поклонения, то есть у них есть храм поклонения, и почему-то у меня сразу такие рога круглые, как бараньи идут, да, вот, храм поклонения, и они как раз сразу идет Карл, а, сразу идет семья, вот это вот Англия, фу, бо. Ой, лучше бы я не смотрела английскую семейку, в общем, туда идет. Там связано с очень плохими ритуалами. Кому интересно, посмотрите, там кровавый портрет Карла, да, и там было про инаугурацию его, я там рассказывала, и там была часть, которую я на YouTube выложила, и была более подробная часть про его инаугурацию, которую я выложила, по-моему, то ли в Телеграме, то ли где, там, короче, будет указано в самом видео, где это было. Фу, там мерзейшие подробности. И вот здесь тоже вот эта семейка, причем там какие-то, люди, которые работают вот в этой вот в этих структурах, именно Европарламентах и так далее, то есть там типа Урсулы, вот эти все, они проходят какие-то инициации очень, очень нехорошие, ребята, очень нехорошие. Я даже не хочу смотреть, что там происходит, но их как будто там обмазывают, скажем так, кровавой краской, да, которую берут, как вот Мария Абрамович, только немножко в другом виде. Фу, там все очень плохо. И там же связан ЦЕРН, и там же связано очень многое другое. Это каббала. Вот, понимаете, каждая вот, вот есть страны, которые вошли вот в эти все европейские институты, так называемые, да, и они как бы, не то чтобы обманулись, но вот, знаете, идет вот цепи и кольца, то есть как будто вот каббала в плане не только каббалы, да, вот этой вот сатанинской, но и того, что каждая из стран, которая вошла в эту каббалу, она как будто сковала себя, то есть она как будто принесла себя в жертву тому, кому эта каббала поклоняется, понимаете, вот это вот рогатому барану. И как будто это все как тоже какое-то жертвоприношение этих территорий, то есть, понимаете, то есть как будто это все как какая-то часть чего-то, я не знаю, не то чтобы ритуала какого-то или чего-то, а в жертвы, да, и как будто восхваление там какое-то идет в этих институтах, вот этому всему прям восхваление, как будто, да, не хочу это смотреть, твою мать. Обличать будут что-то. Что будут обличать? Империя падет, вот так идет. Но империя, понимаете, это не империя, это империя сатаны по большей степени. Империя сатаны падет. То есть, знаете, такое ощущение, как будто вот я говорила, да, что Трамп, вот там была, что империализм, новая эпоха империализма, да, кто-то там писал, что за империализм, что за бред вы несете, но здесь надо понимать, что империя не в том плане империи, когда там называют, вот как там были, да, империи во времена там Петра Первого, нет, это было другое, то есть это про другое вообще речь, то есть когда вернется именно к странам,
вот эта система, ну, то есть, что страны станут великими, а здесь, понимаете, как будто сейчас империи, империя одна. Вот на данный момент как будто империя одна, это империя дьявола. Вот такое идет. То есть как будто весь мир, да, это как поклонение, то есть все поклонились ему, и от него идет куча цепей, куча цепей. На все континенты расходится куча цепей. И какие-то, как люди, но я думаю, это страны, то есть, знаете, очень похоже, вот в карте Таро есть, ну, в колоде Таро есть карта Дьявол. Я не люблю Таро, это, ну, короче, у меня есть свое мнение на этот счет. Это там ты, ну, берешь информацию определенных сущностей. Так вот, но там есть вот эта колода, и очень то, что я сейчас вижу, очень похоже на то, что изображено на этой карте. То есть дьявол, который сидит, от него исходят вот такие цепи, и там люди на этих цепях сидят. И тут то же самое, знаете, вот, но как будто эти люди, это не люди, а страны, то есть это как рабы. Знаете, вот как это было во времена, когда там, я не знаю, Англия содержала колонии, и вот эти люди, да, они везлись из этих колоний как рабы, вот этих вот там, как они называются, в кандалах, и все, и вот как будто вот это рабство, все вот рабы, как вот все, короче, получается, как склонены, вот головы все склонили, и все в цепях. Это империя Каббалы, единая власть империя. Кабал, почему-то Кабал, не Каббала даже, а Кабал. То есть, ребята, это рабская система даже не того, что каждый отдельный человек в этой рабской системе, а такое, что как будто вот, ну, весь мир, не весь мир, да, в этом находится. Так, я сейчас немножко выйду из этого состояния, потому что мне надо перестроиться, потому что я ушла вот в это. Я не могу, у меня прям очень-очень плохое состояние из-за того, что я ощущаю прям, ну, то есть ну, как бы это очень низкочастотная энергия, очень такая, ну, знаете, как будто вот ты какой-то грязевой гуталин, знаете, смесь болота, какого-то вязкое, что-то липкое и пропитанное запахом, вот как тина, да, болотная, и вот эта металлическая кровь, и все, я даже не могу описать, то есть вот то, что вот как эта энергия просто ощущается, и тебе хочется вот, ну, не знаю, скинуть, отмыться, то есть что-то вот надо переключиться с этого. Вот эти весы, они же часы. Возможно, часы, они из-за того, что, ну, зодиакальные, да, вот этот круг, про который я рассказывала, у меня есть тоже видео про матрицу, что такое матрица, да, часовая матрица в том числе. Я там рассказывала тайны матричной пирамиды, что это такое, все в высчетах, просчитала, там рассказала, кто не видел, посмотрите. Вот, я сейчас думаю, может быть, это связано как раз-таки вот с этим часовым механизмом, да, потому что он принадлежит как раз-таки матрице и кабале. И также, получается, вот этот, опять же, идет масонский, ну, вот этот циркуль, и как будто в нем как раз расшатывают вот это вот то, что держит циркуль, да, вот это самое главное. Да. Помните, наверное, обычный циркуль, да, в нем такая вот пимпочка закручена внутри, вот, и вот эта вот пимпочка, ее вытаскиваешь, и циркуль разваливается на две части, то есть вот этот вот именно болтик, шурупчик, болтик, мальчики и девочка, если что, да, помним об этом, саморезик, что там у вас еще есть, хоть немножко от этой энергии, переключиться. И получается сейчас как будто происходит, знаете, что-то очень важное. Вот я хотела вообще изначально построить будущее, но как будто сейчас я зависаю в каком-то настоящем, как будто вот сейчас даже не над Европой, вот да, над Европой или над вот этим, знаете, циркулем, который над Европой завис, как будто гильотина. То есть и она не на людей нацелена, она нацелена на вот эту каббалу. Знаете, как будто вот эта каббала, вот этот циркуль, да, или то, что вот в этих часах, то есть люди, вот этот механизм, который там находится,
над ним висит гильотина. Гильотина готова, понимаете, именно заняться тем, для чего она и предназначена — резать головы. То есть, и эта гильотина, конечно же, мы не увидим, да, но гильотина — это тоже правосудие, то есть, ну, правосудие средних веков, когда кого-то обвиняли, да, вот, в том, что, то есть, такое правосудие, да, не работает, какое-то, ну, то есть, видимо, правосудие а-ля там, как в судах, да, то есть Фемида. Вот если мы возьмем Украину, где я рассказывала, что Фемида будет зрячая, да, и она будет карать там кого-то, то мы увидели, как сейчас работает НАБУ и САП. После этого ролика, кстати, этот ролик будет перезалит, ребята, кто не может его найти, он будет перезалит, потому что там в связи с тем, что у меня сейчас мальчик, который делает видео, он не может сам записывать какие-то фрагменты, видеозаписи, вот, и там авторские права, то есть он взял у парня, а там сам YouTube, короче, типа вот эти вот что-то вытащил, но в итоге там, в общем, он там переделает его немного, я перезалью его, но кто видел этот ролик, то есть помните, да, ребятки, может в комментариях там кто напишет тоже, что там было, то есть там вот после этого ролика было про НАБУ и САП, то есть вот эти вот все истории начались, когда начали там каких-то политиков за мягкое место брать, там какие-то именно коррупционные разборки, там и так далее, то есть я это сняла, и там через какое-то время вот это пошло, то есть вот она сработала, вот эта Фемида, то здесь, знаете, как будто гильотина — это немножко другая, то есть это тоже как Фемида, да, работает, но Фемида, если она еще мягкая, то есть она богиня правосудия условно, ну, я сейчас не про то, я не люблю богов, вот это все вы знаете, да, но я сейчас говорю метафорически, то есть метафорами, да, и это как бы правосудие в таком виде, где суд, да, где там адвокаты, где присяжные, все, то гильотина больше похожа на, знаете, вот когда король сидит, он говорит, вот этого миловать, вот этого казнить, понимаете? То есть это не тот суд, который там приговаривает к вот сейчас, да, какой-то мягкий, с адвокатами, все. То есть гильотина — это когда условно король казнит и милует кого-то. То есть это какая-то судебная система совершенно другого порядка. И она уже, вот знаете, она не такая, что вот мы из своей выгоды будем вот этого там миловать, вот это, то есть она какая-то жесткая, бескомпромиссная, без всяческих этих, то есть она режет, вот прям по-живому режет, да, и вот эта гильотина, она сейчас зависла над теми, кто вот этой кабала, то есть там не будет помилования, там не будет ничего, там не будет каких-то судов и следствий условно, там будет именно казнь. Я не знаю, как это будет выглядеть, я говорю то, что считываю, то есть что будет за казни там условно, да, то есть я не знаю. Но это какие-то прям будут громкие дела, возможно, какие-то громкие вещи, то есть вот прям идут как громкие дела, громкие вещи, когда, знаете, вот эта вот казнь больше будет похожа на судилище, когда люди будут вставать, да, и будет судилище, вот именно, не суд, а судилище, то есть, знаете, как будто вот те, кто будут связан с вот этой каббалой, те решения, которые будут, их как будто будут специально, знаете, типа, это будет, знаете, как вам сказать, вот надо кого-то убрать, да, и его уберут. Если даже не будет улик каких-то или доказательств, их сделают. То есть, понимаете, никто не сможет оправдаться. Что-то такое. То есть это реально вот как самосуд, как что-то вот такое. Может быть, массы, люди начнутся. Какая-то вот... То есть судебная система здесь не сможет ничего сделать. Это будет казнь. Какая-то, знаете, такая казнь, вот как общественная казнь. То есть вот когда там человека выводили, да, на вот эшафот, а там вокруг этого эшафота выстраивались люди, много людей, да, и ему говорили, вот он, смотрите на него, позор, да, или что-то такое, то есть какая-то публичная казнь, человека вот публично казнят.
Вот что-то такое. Возможно, это и не говорит, ну, то есть, скорее всего, это не говорит о какой-то смерти там физической или даже смертного, ну, какой-то, а вот это какое-то осуждение такое массовое, когда вот прям его фу, и толпа его закидывает, да, в него кидают камнями, в него кидают это, он как будто становится каким-то не то чтобы не рукопожатным, а вообще, то есть вот какой-то самосуд идет такое. В общем, ребята, не знаю, пока что, ну, из-за того, что я очень глубоко копнула в не очень нехорошей энергии, связанной с вот этой каббалой, я сейчас себя, ну, немножко не чувствую, чтобы копать глубже, но вот сейчас то, что пришло, я тоже это озвучила, и ощущения какие-то такие двоякие, но, знаете, я не чувствую того, что людям будет, ну, что это коснется людей именно как-то в финансовом плане, да, или в качестве жизни, или еще чего-то. То есть, но как будто больше морально коснется людей, когда люди будут ну, вот в каком-то шоке. Но если вам интересно более, да, подробно, то есть опять же, пишите в комментариях, скажите, что вам интересно, может быть, то, чтобы я вот эту каббалу более глубоко, ну, качнула, ну, как бы посмотрела, да, то, что увидела там, вот, либо чтобы побольше рассказала о том, что вот сейчас пришло, да, с тем, что вот эта казнь какая-то публичная, что это будет на самом деле, потому что, ну, это прям надо нырять туда и как бы вот прям досконально просматривать, чтобы прям вот, ну, прям полностью прощупать, да, что это может быть, то есть что это за события будущего или как они будут выглядеть. Ну, в общем, пока что вот такая информация у меня пришла, какая-то она такая, знаете, непонятно позитивно-негативная. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Но у меня на сегодня все. Видите, по карте, простите, не удалось пробежаться. Если вам все-таки хочется, чтобы я пробежалась по карте и все-таки посмотрела отдельные страны, скажите, что мы вот не всю Европу возьмем, а отдельные страны. Но у меня такое ощущение вот из того, что я вот это вот все, да, как-то резюмирую, что Европа, то есть там страны, которые находятся под вот этими наручниками, да, вот в этих наручниках, они как будто и не могут ничего сделать, то есть вообще освободиться, пошевелиться, знаете, как будто их закабалили, и они не могут шевелиться, пока вот эти институты не будут, ну, разоблачены как-то, да, вот, то есть отдельные люди, ну, то есть как страны, да, они не смогут вздохнуть. Вот такое идет. Это общее что-то, да, для всех стран Европы. Ну, а у меня на сегодня все, ребятки. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.